Полная темнота. Глубина 108 метров. Аварийный свет уже погас. Аккумуляторы остались где-то в носу, в той части лодки, которой, по сути, больше нет. Молодой офицер достает листок и пишет вслепую, на ощупь, потому что иначе никак. Он выводит. Здесь темно писать, но на ощупь попробую. Свои шансы он сам оценивает. 10%, может 20%. И все равно зачем-то составляет список тех, кто рядом, кто еще жив, кто будет пытаться выйти. Этот листок потом поднимут со дна, и он докажет, что они пережили взрыв, что они были живы. А его собственная страна в это самое время уже говорила о них в прошедшем времени. А они были живы. Это, наверное, самое тяжелое во всей этой истории. Не сам взрыв, не глубина, а то, что между взрывом и концом было время, часы. И эти часы по-настоящему никто не отсчитывает до сих пор. 12 августа 2000 года. Баренцево море. Атомный подводный крейсер «Курск». 118 человек на борту. Ни один не вернется. Листок, который я только что описал, будет лежать в кармане у капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова, командира турбинной группы. Его поднимут со дна почти через 2,5 месяца, и страна впервые увидит почерк человека, который вот именно тогда, во время катастрофы, в темноте, на ощупь, выводит слова жене. «Митя, Олечка, я тебя люблю». Я долго думал, с какой стороны вообще заходить в эту тему, потому что про Курск написано столько, что, кажется, добавить нечего. Версии, схемы, кто кого толкнул, что взорвалось первым, что вторым. У меня лично от этого материала всегда было ощущение, что главное где-то теряется. Что мы спорим про торпеду и забываем про людей, которые в этот самый момент ждали, что за ними придут? Поэтому я сразу скажу, как я это видео для себя задумал. Это не история про взрыв торпеды. Это история про то, как страна тянула 5 дней. Пока внизу, на глубине 108 метров, в кормовом отсеке шли часы. Контур того, что произошло, в общем-то известен. 12 августа, во время крупных учений Северного флота, первых таких учений за долгое время, на Курске случилось 2 взрыва, с разницей в минуты. Первый слабее, второй такой, что его засекла сейсмостанция в Норвегии за 470 километров. Лодка легла на грунт. Носовых отсеков как таковых уже не было. А часть экипажа из кормы оказалась жива и собралась в 9-м отсеке, в самом хвосте. Их потом будет 23 человека. Вот тут возникает вопрос, на который у нас в источниках идут расхождения. Сколько именно часов они там были живы? Официально 7-8. По расчетам запасов воздуха и воды в самом отсеке могло хватить на 8-10 суток. Это 2 разных мира. Это 2 разных ответа на вопрос, можно ли было их спасти. И мы к этому еще придем. Целая глава ему будет посвящена. Пока просто запомните, что эти 2 числа существуют параллельно. И как-то живут в одной истории, не пересекаясь. Спасательная операция нашими собственными силами провалилась. 24 попытки пристыковать аппарат к люку – все мимо. От иностранной помощи отказывались несколько суток. Когда ее все-таки пустили, было поздно. Норвежские водолазы открыли люк 21 августа. Внутри уже не было того, ради чего шла операция. Теперь честно. Курск как тема – это не вполне наш канал. Мы с вами разбирали советские катастрофы. К-19, К-8, Комсомолец, Трэшер, хоть он и американский. Везде был один и тот же сюжет. Авария, а потом молчание. Молчание сверху, пока внизу люди еще могли что-то сделать или хотя бы дождаться. И вот в чем для меня штука. 2000 год – это уже не СССР. 9 лет как нет страны. А сценарий тот же, слово в слово. Будто кто-то достал ту же папку и в ней просто поменял дату. Это и есть мой тезис на это видео. Курск – последняя глава того же сценария, который флот повторял всю советскую эпоху. Флаг сменился, молчания нет. Я не знаю, согласитесь вы с этим или нет. Может быть, у вас другое объяснение, почему так получилось? Если есть, обязательно напишите в комментариях. Мне правда интересно, как это выглядит с разных сторон. Особенно, если вы помните август 2000-го лично. Где вы были, что вам говорили, в какой момент перестали верить официальным сводкам. Такие свидетельства для меня важнее любой версии следствия. А пока вернемся к главному, нерешенному. К часам в 9-м отсеке. Сколько именно они там были, это самый острый вопрос всей истории. И мы попробуем дойти до самого края того, что вообще можно знать. А край этот, я вас сразу предупреждаю, неровный.
Подпишитесь, чтобы не потерять это видео в ленте. Без памяти о таких историях у нас остаются только официальные версии. А они здесь самое слабое из всего, что есть. Но прежде чем разбираться, чьи версии и почему такие неровные, давайте я расскажу, что вообще была за лодка и кто был внутри. Потому что иначе цифра 118 — это просто цифра, и она работает как статистика, а не как история. Курск — это не просто атомная подводная лодка. Это проект 949А «Антей», класс, который западные журналисты называли «убийцами авианосцев». В Советском Союзе их строили с одной целью — топить американские авианосные группы крылатыми ракетами «Гранит», не подходя на дальность ответного удара. Длина 154 метра. Это как 2 пассажирских самолета в очередь. 2 корпуса, один внутри другого, 9 отсеков. Лодку приняли в эксплуатацию в декабре 94-го в Северодвинске. Базу определили в Ведяево, поселок на берегу Кольского залива, который потом, в 2001-м, будут показывать по всем новостным каналам страны. Командир, капитан первого ранга Геннадий Лячин. 45 лет на момент гибели. В военно-морском флоте с 72 года, то есть к 2000-му за плечами почти 3 десятка лет службы. На Курске с декабря 96-го. По отзывам сослуживцев, человек авторитетный, спокойный, из тех, кому верят без объяснений. Не из тех, кто хорохорится. И вот в этом месте у меня в источниках есть один эпизод, который многое объясняет про настроение внутри флота в те месяцы. За год до катастрофы, в августе-октябре 99-го, Курск провел скрытый поход в Средиземное море. Шла война в Югославии, в регионе был сосредоточен 6-й флот Соединенных Штатов, и Курск эти месяцы провел там, где его никто не ждал. Отслеживал американские авианосные группы. По имеющимся данным, был обнаружен только однажды, и то с задержкой. После возвращения Лячина представили к званию Героя России. Это звание ему присвоят. Только узнать об этом он уже не сможет. Указ выйдет в августе 2000-го, через несколько дней после катастрофы. У меня тут лично возникает один тяжелый вопрос. Как Лячин относился к этому повторному выходу в море всего через год после такого триумфа? Гордился? Уставал? Понимал ли он что-то, чего не понимало командование? Этого мы уже не узнаем. Но факт есть факт. Внутри флота про Курск в эти месяцы говорили словом, которое меня каждый раз цепляет. Лодку называли непотопляемой. Не в техническом смысле, в смысле репутации. Лучший экипаж, лучшие лодки, лучшего флота. Так это подавалось. 2000 год — это контекст, без которого не понять, почему августовские учения были такими, какими они были. После 90-х флот выходил в море редко и неохотно. Денег не хватало, экипажи теряли навык, ракеты и торпеды стояли на складах годами. И вот летом 2000-го Северный флот наконец собирают на большое учение. Первое крупное за долгое время. Под личным контролем главкома со статусом показательных. Параллельно Курск готовился к новому походу в Средиземное море. Он был назначен уже на октябрь. То есть августовские стрельбы — это, по сути, был генеральный прогон, парад флота, только теперь для нового президента. Я долго думал, как это сформулировать честно. Получается примерно так. Лодка вышла в море на учение, к которым готовились как к параду, а вернулась, точнее, не вернулась, как к похоронам. И эти две вещи произошли в одном выходе. Между ними прошло меньше 3 суток. На борту было 118 человек. Это не только штатный экипаж. С ними шел начальник штаба 7-й дивизии Северного флота, капитан первого ранга Владимир Багрянцев. Это значит, что выход рассматривался как ответственный, штабной, иначе старшего по дивизии бы на лодку не сажали. Кроме военных, в походе был представитель оборонного завода «Дагдизель» из Дагестана, Мамед Гаджиев. И здесь есть деталь, на которую я, признаюсь, обратил внимание не сразу. Дагдизель — это завод, который выпускал торпеды, в том числе того типа, который потом, после катастрофы, будет в центре всех версий. Гаджиев шел на учение как специалист по этой технике, чтобы наблюдать торпедные стрельбы. Хотя нет, я к этому еще подойду в отдельной главе, не буду сейчас забегать. Меня в этой истории, если честно, задевает один момент сильнее остальных. Не масштаб, не репутация лодки, а вот этот зазор между тем, как лодка уходила, и тем, чем все закончилось. В последнее воскресенье июля экипаж стоял в парадной форме на палубе во время Дня военно-морского флота в Северодвинске. Их фотографировали.
Лячин в кадре с командой. Через 2 недели, почти ровно, этого экипажа уже не будет. 18 суток между парадным снимком и началом подъема тел. 18 суток. Я об этом всегда спотыкаюсь. И все-таки, лодка проекта «Антей». Экипаж с репутацией непотопляемых. Командир с поданным на героя представлением. Парадные учения для нового президента. И в торпедном аппарате одна торпеда. Одна. О ней потом будут спорить 20 лет. И никто из тех, кто ее туда грузил, толком не объяснит, что с ней было не так. И все-таки, прежде чем лезть в версии, а версии, забегая вперед, там штуки 3 серьезные, плюс еще несколько на полях, мне важно, чтобы у вас сложилось понимание масштаба. Что именно ушло на дно в тот августовский день? Не цифра, а конкретная лодка и конкретные люди. Без этого даже самая аккуратная экспертиза будет звучать как сводка погоды. Курск — это атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами. Проект 949А по натовской классификации «Оскар-2». Сами наши моряки этот тип звали по-домашнему «батоны» за характерный приплюснутый силуэт и почти полное отсутствие изгиба корпуса. Это были самые крупные ударные подводные лодки на советском флоте и самые специализированные. У них была одна цель в жизни — топить американские авианосные группы. Целиком, залпом, не подходя ближе того расстояния, с которого их могут засечь. Для этого внутри корпуса стояли 24 пусковые установки крылатых ракет «Гранит». Это, грубо говоря, дальнобойное оружие, способное поразить корабль за несколько сотен километров. Если коротко и без подробностей, одна такая лодка при удачном пуске могла, по расчетам, оставить американскую авианосную группу без флагмана. Поэтому западные журналисты в 80-е и 90-е называли «батоны» убийцами авианосцев. Не для красного словца. Это была их функция, под которую их и строили. Размеры. Тут любая цифра звучит абстрактно, поэтому я попробую через сравнение. Длина 154 метра. Это, если положить на ровном участке, примерно как 2 больших пассажирских самолета в очередь. Высота с 5-этажный дом. Ширина почти 18 метров. Внутри 2 корпуса, один внутри другого, 9 отсеков, разделенных переборками. Эта конструкция, кстати, у нас еще всплывет, потому что переборки между отсеками — это и есть то, что в катастрофе позволило части экипажа остаться в живых. Хотя, забегая вперед, эти же переборки потом не дали им выйти. Курск приняли в эксплуатацию 30 декабря 1994 года. То есть к моменту катастрофы лодке было чуть меньше 6 лет. Это не старая лодка, не выработавшая ресурс, не списанная. Базу определили в поселке Ведяево на берегу Кольского залива. Тогда про этот поселок мало кто слышал. В 2000-м про него узнает вся страна и запомнит надолго. Командир, капитан 1-го ранга Геннадий Лячин, 45 лет. В военно-морском флоте 1972 года. То есть на момент гибели у него за плечами уже почти 3 десятка лет службы. На Курске с декабря 96-го. По воспоминаниям сослуживцев, человек авторитетный, не из тех, кто хорохорится, спокойный, из тех командиров, которым подчиненные верят без объяснений, а это, в общем, главное, что нужно от командира подводной лодки. Тут у меня в источниках есть один эпизод, без которого настроение на флоте в августе 2000-го просто непонятно. В августе-октябре 99-го Курск провел скрытый поход в Средиземное море. Шла война в Югославии. 6-й флот Соединенных Штатов был сосредоточен в регионе, а Курск эти месяцы провел там, где его никто не ждал. По имеющимся данным, лодка отслеживала американские авианосные группы, и за все время похода была обнаружена то ли один раз, то ли вообще ни разу. Здесь у меня источники немного расходятся, и я не хочу выдумывать точное число. Важно другое. После возвращения этот поход рассматривался внутри флота как образцовый. Лячина за него представили к званию Героя России. Он его получит. Но узнать об этом уже не сможет. Указ выйдет в августе 2000-го, через несколько дней после катастрофы. Внутри флота про Курск в эти месяцы говорили словом, которое меня каждый раз цепляет. Лодку называли непотопляемой. Не в техническом смысле. В техническом смысле непотопляемых лодок не бывает в принципе, а в смысле репутации. Лучший экипаж лучшей лодки лучшего флота. Так это подавалось, так в это верили. Кто-то искренне, кто-то потому, что других вариантов гордости тогда было не так много. Что вообще такое 2000 год для российского флота, для понимания контекста?
90-е флот пережил тяжело. Корабли простаивали в гаванях, выходов в море было мало, экипажи теряли навык. Денег не было, тренировки шли по сокращенной программе. Топливо экономили. И вот летом 2000-го впервые за долгое время Северный флот собирают на большое учение с участием атомных подводных лодок, надводных кораблей, авиации, под личным контролем главкома, со статусом показательных. Это не рядовой выход, это, по сути, было заявление: флот жив, флот работает, у нас все в порядке. Параллельно Курск готовился к новому походу в Средиземное море, назначенному на октябрь. То есть августовские стрельбы были, по сути, генеральным прогоном перед этим выходом. И одновременно парадом флота, только теперь для нового президента. Меня в этой истории всегда задевает один момент. Эта лодка вышла в море на учение, к которым готовились как к параду, а вернулась, точнее, не вернулась, как к похоронам. Между парадным построением экипажа на палубе в день военно-морского флота 30 июля и началом подъема тел прошло меньше 3 месяцев. Между парадным построением и самим взрывом меньше 2 недель, 13 дней. На борту в тот выход было 118 человек. Это не только штатный экипаж, которым по нормам положено 107 моряков. С Курском в море пошел начальник штаба 7-й дивизии Северного флота, капитан 1-го ранга Владимир Багрянцев. Это значит, что выход рассматривался как ответственный, штабной, иначе старшего по дивизии бы на лодку не сажали. Кроме военных моряков, в походе был представитель оборонного завода «Дагдизель» из Дагестана, Мамед Гаджиев. И здесь есть деталь, на которую я, честно говоря, обратил внимание не сразу. Дагдизель — это завод в Каспийске, который выпускал торпеды, в том числе того типа, который потом, после катастрофы, окажется в центре всех версий. Гаджиев шел на учение именно как специалист по этой технике, чтобы наблюдать торпедные стрельбы. Хотя нет, я к этой ниточке вернусь в отдельной главе, не буду сейчас все распутывать. 118 имен. На стенде в Ведяево их потом высекут на черном граните. Среди них 23-летние мичманы, недавно окончившие училище, и седые офицеры с 3 командировками за плечами. Колесников из этого списка один из самых молодых офицеров, ему 27. И Аряпов, с которым они выпускались из одного училища, тоже 27. Я еще расскажу про этих двоих отдельно, для этой истории они станут ключевыми. Сейчас просто запомните, что они с одного выпуска, и на Курске оказались вместе. Лодка проекта «Антей». Экипаж с репутацией непотопляемых. Командир с поданным на героя представлением. Парадное учение для нового президента. 30 июля. Фотография в парадной форме, играет оркестр. 10 августа. Выход из Ведяева в море. 12 августа. Пустой эфир в назначенное время сеанса связи. 21 августа. Норвежские водолазы вскрывают люк. И все это из-за одной торпеды в торпедном аппарате номер 4. По крайней мере, так сказано в официальном отчете. О ней потом будут спорить 20 лет. И никто из тех, кто ее туда грузил, толком не объяснит, что с ней было не так. По крайней мере, публично. Так вот, про торпеду. Если у вас в голове торпеда — это какой-то длинный заостренный снаряд и все одинаковое, это, в общем, не совсем так. На советском флоте было несколько классов, и тот, что стоял в торпедном аппарате номер 4 на Курске, относился к самому крупному. Это была 65-я торпеда. По диаметру 65 сантиметров, длина почти 11 метров. Моряки ее звали «Толстухой», а заводское обозначение было сухое и техничное — 65-76А «Кит». «Толстуха» — это не игрушка, это оружие, спроектированное против американских авианосцев. Дальность хода за 50 километров. Скорость такая, что увернуться по сути нельзя. Боевая часть больше 450 килограммов тротилового эквивалента. У советского флота это было, по сути, самое мощное обычное подводное оружие в принципе. И вот в этой огромной торпеде была одна особенность, из-за которой про нее спорят до сих пор – окислитель. Не сжатый кислород, как в большинстве торпед мира, а концентрированная перекись водорода. Если коротко, без углубления в химию, перекись водорода в этих концентрациях – агрессивный окислитель. Он мощный, он делает торпеду быстрой и дальней, но он капризный. При контакте с грязью, маслом, любой органикой он начинает реагировать, и реакция, если ее не остановить, идет по нарастающей. Сначала нагрев,
потом разрыв емкости, потом пожар или взрыв компонентов топлива. Для понимания, британцы от перекисных торпед отказались еще в 1955 году, после катастрофы своей подлодки «Сайден» в порту Портленд. У них там в порту взорвалась торпеда у причала, лодка ушла на дно прямо у пирса. После этого британцы перекись с вооружения сняли. А у нас она оставалась почти полвека после англичан. Здесь я должен сделать важную оговорку. Что я сейчас рассказываю про устройство торпеды, это материалы, которые потом войдут в официальный отчет генпрокурора Устинова в 2002 году. До катастрофы про капризность перекиси на флоте, конечно, знали в инженерных кругах. Но, как и со многим в нашей стране, знание это не равно применению. Инструкции были. Полностью на Курске, по имеющимся данным, их не оказалось. В обгорелой папке, поднятой потом со дна, нашли только часть. Это, к слову, отдельный момент, на котором я лично спотыкаюсь. Как вообще получилось, что на лодке с такими торпедами не было полного комплекта эксплуатационной документации? У меня поэтому в источниках не очень понятно. Если у вас есть толковые материалы, давайте в комментарии, я серьезно. Теперь самая спорная деталь. Накануне выхода 11 августа торпеду дозаряжали воздухом высокого давления. Это плановая процедура, без нее торпеду в аппарат не загружают. И здесь у меня в источниках идет линия, которую я хочу прямо назвать версией. По версии Валерия Рязанцева, а он был членом правительственной комиссии по расследованию катастрофы и потом написал об этом отдельную книгу. Воздух, которым дозаряжали торпеду, был необезжиренным, то есть в нем были следы машинного масла и грязи. По нормам так делать нельзя. По его же словам, на тот момент чистого воздуха просто не хватало, и пошли на компромисс. Подчеркиваю, это версия Рязанцева, это его реконструкция. Официальный отчет пишет осторожнее, про микротрещины и утечку компонентов топлива. Но Рязанцев говорит конкретнее, торпеду заправили грязным воздухом. И с этого момента, по его словам, отсчет пошел. Я не знаю, как у вас, а у меня от этой детали возникает странное чувство. Если Рязанцев прав, то все, что было дальше, могло произойти в любой момент. Не во время боевой стрельбы, на стоянке у пирса, при погрузке, при любом ударе. Эта торпеда после дозарядки уже жила своей жизнью. Утро 12 августа. Курск вышел из Ведяева еще 10 числа, и к утру 12 был в районе учений. План на этот день был такой. Учебная торпедная атака. Без боевой части. Лодка должна была между 11:40 и 13:20 условно атаковать эскадру во главе с тяжелым атомным крейсером «Петр Великий», на борту которого находился командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов. Это, я напомню, тот же выход, статус которого был показательный, под личным контролем главкома, с атакой авианесущей группы. В 11:09, по данным гидроакустиков Петра Великого, Курск включил собственный гидролокатор и начал готовиться к атаке. То есть лодка вышла на боевой курс. Дальше все, что произошло, поместилось в 2 минуты с небольшим. 11 часов 28 минут 26 секунд. Первый взрыв. В торпедном аппарате номер 4, или в первом отсеке, формулировки в источниках чуть расходятся, но место одно — нос лодки. Эту секунду зафиксировала норвежская сейсмостанция Арсе, которая стоит на острове в 470 километрах от точки. Норвегия зафиксировала. Норвегия не наша союзница, не наш партнер, и норвежская станция занимается, в общем, своим мониторингом сейсмики и подводных взрывов в этом регионе. Это, к слову, тоже эпизод, который у меня в голове отдельно стоит. Чужая страна за 470 километров засекла взрыв на нашей лодке, тогда, когда наши собственные корабли в нескольких километрах только-только начали что-то подозревать. Между первым взрывом и тем, что произойдет дальше, прошло почти 2,5 минуты. Точнее, 2 минуты 14 секунд. Это очень важное число, потому что первый взрыв, по части версий, не был сразу смертельным для всей лодки. Он был катастрофическим для тех, кто находился в первом отсеке. Там, по официальной оценке, люди погибли сразу. Но кормовые отсеки, по нескольким реконструкциям, в эти 2 с лишним минуты еще могли действовать. Кто-то слышал команду, кто-то начал задраивать переборки. Кто-то, это сейчас уже не реконструируется по секундам, мог увидеть на приборах, что давление в первом отсеке резко выросло, и попытаться что-то сделать. Подчеркиваю, это реконструкция. Прямых свидетельств того, что происходило в эти конкретные 134 секунды, у нас нет, потому что все, кто был внутри, погибли. 11 часов 30 минут 42 секунды. Второй взрыв.
По данным той же сейсмостанции АРСЕ, он был в 135 раз мощнее первого. В тротиловом эквиваленте оценки разные – от 2 до 5 тонн. То есть в первом отсеке сдетонировал частично или полностью боезапас остальных торпед. Корпус прорезало. Огромная масса воды под огромным давлением хлынула в нос лодки. Вторая ударная волна разрушила переборки между первым, вторым и, по некоторым данным, третьим отсеками. На сейсмограммах Норвегии этот второй взрыв виден как четкий, мощный, не похожий ни на что природное удар по дну Баренцева моря. Лодка пошла на грунт. Глубина в районе 108 метров. Дальше она просто легла на бок и осела в ил. Теперь про реакцию сверху. На крейсере «Петр Великий», который находился в нескольких километрах от точки и был флагманом эскадры, в эти минуты произошло вот что. По воспоминаниям одного из офицеров, я встретил его свидетельство в нескольких независимых публикациях, корабль испытал гидродинамический удар, то есть по корпусу Петра Великого прошла волна, которую ощутили физически. Глухой, мощный удар. На мостике этому удару придали значение не сразу. Решили, что это, по одной из версий, гидродинамика от чужой подводной стрельбы. По другой, что это могла быть штатная стрельба самого Курска с близкого расстояния. Одна из формулировок, которая мне попалась, звучит примерно так. Командир не придал докладу особого внимания. Тут вот что важно. Если бы тревогу на Петре Великом объявили сразу, у тех, кто остался жив на Курске, появились бы лишние часы. Те самые часы, про которые потом будут спорить экспертизы и независимые расчеты. Лишние часы перед тем, как кислород в 9-м отсеке начнет заканчиваться. Лишние часы перед тем, как откажут поглотители углекислого газа. Лишние часы, в которые на лодку могли бы хотя бы сбросить буй или попробовать выйти на связь. По регламенту, с момента невыхода лодки на связь до начала ее активного поиска отводится определенное количество часов. Лодка не вышла на сеанс связи в 23 часа 12 августа, то есть с момента взрыва до начала поиска прошло около 12 часов. 12 часов, в которые в 9-м отсеке 23 человека держали давление в норме, надеялись и ждали. Но среагировать на эти первые минуты, выйти, дать сигнал, спастись – этим людям помешало не время и не отсутствие команд сверху, а устройство самой лодки. Точнее, конструктивная особенность, которая была заложена еще в проекте «Антей» и которая в момент катастрофы сработала ровно наоборот тому, для чего была предназначена. Об этом в следующей главе. Конструктивная особенность была вот какая. У лодок проекта «Антей» 9 отсеков, и между ними прочные переборки. Не просто перегородки, как в обычных домах. Это, по сути, отдельные стальные стены, рассчитанные на то, чтобы держать огромное давление. По проекту переборки между первым и вторым отсеками могли выдержать избыточное давление в 10 килограммов на квадратный сантиметр. Это очень много. Это та самая прочность, ради которой подводные лодки и строят отсечной схемой. Чтобы при пожаре или прорыве воды одна часть лодки могла погибнуть, а другая остаться живой. И вот в чем горькая ирония. Эта же система переборок, которая спасла часть экипажа в первые секунды после второго взрыва, потом превратила кормовые отсеки в запечатанные капсулы, из которых выйти можно было только одним путем – через аварийно-спасательный люк в верхней части 9-го отсека, который, как мы потом увидим, тоже не сработал. Что произошло физически? После второго взрыва носовая часть Курска, по сути, перестала существовать как обитаемое пространство. Первый, второй, третий, четвертый отсеки были разрушены изнутри. По заключениям водолазов и экспертов, которые позже работали с поднятой со дна носовой частью лодки, люди в этих отсеках погибли сразу, без шансов. Здесь я не буду описывать ничего лишнего. Те, кто читал материалы экспертизы, знают, в каком состоянии были обнаружены первый и второй отсеки. Скажу только, что мгновенная гибель в этом случае – это, возможно, единственное милосердие, которое в этой истории вообще присутствует. А вот в кормовых отсеках с 5 по 8 в момент взрыва оказались люди, которые остались живы. Сколько именно, точно не знает никто. Свидетельских слоев здесь в обычном смысле нет, никто из этих людей не выжил. Поэтому все, что мы знаем о их действиях, мы знаем по косвенным данным, по положению тел, по состоянию переборок, по следам действий с оборудованием. По записям в найденных тетрадях и на отдельных листках, по манометру в 9-м отсеке и по той самой записке Колесникова, к которой мы еще придем.
И вот здесь возникает фигура, без которой эту историю рассказывать просто нечестно. Капитан-лейтенант Рашид Аряпов, 27 лет. Командир трюмной группы первого дивизиона, то есть, по сути, человек, отвечающий за работу системы под реакторным отсеком, за все, что связано с водой, давлением и контурами охлаждения вокруг реактора. Родом из Узбекистана. На срочную службу его призвали еще в советский военно-морской флот в конце 80-х. Как одного из лучших направили учиться в Высшее военно-морское инженерное училище имени Дзержинского в Ленинграде. Закончил в 95-м, уже не в СССР, а в Новой России. На Курск получил направление сразу после выпуска. Был женат, дома ждала жена. По имеющимся данным, она была беременна. Сын родится уже после катастрофы. Что именно сделал Аряпов в те минуты, это, опять же, реконструкция. Точных секунд нет. Но потому что обнаружили потом в 6-м отсеке, картина складывается такая. После второго взрыва Аряпов оказался в реакторном отсеке. 6-й — это и есть реакторный. В нем стоят 2 ядерных реактора подлодки. Первое, что он сделал, задраил переборку между 6-м и 5-м отсеками. То есть отрезал кормовую часть лодки от того ада, который пришел из носа. Это спасло всех, кто был в 6-м, 7-м, 8-м и 9-м отсеках от мгновенной гибели в волне горячих газов и продуктов горения. Второе, он начал работу с реактором. По нормальной процедуре при аварии реактор глушится автоматически. Но Аряпов, по реконструкции экспертов, провел и часть мероприятий, которые автоматикой не предусмотрены. По крайней мере, на тех конкретных режимах работы, в которых лодка оказалась. Точные действия — это уже инженерная специфика, и я, честно, не буду делать вид, что разбираюсь в этом лучше, чем есть. Если коротко, Аряпов добился того, что оба реактора остановились корректно, без потери теплоносителя, без угрозы расплавления активной зоны. Это критически важно понимать. Без этих действий мы бы сейчас говорили совсем про другое событие. Это был бы не Курск, который мы знаем, это была бы экологическая катастрофа в Баренцевом море. С загрязнением, с радиоактивными выбросами в одно из самых рыбных мест Северной Атлантики, с международным скандалом совсем другого масштаба. Когда потом норвежско-российский совместный мониторинг будет работать на лодке, обнаружат, что реактор цел, что радиационный фон в районе в норме. Это не магия, это работа конкретного человека в первые минуты после взрыва. И вот, если хотите, моя личная боль в этой истории. Если бы не Аряпов, мы сейчас говорили бы не про 118 человек. Мы говорили бы про экологическую катастрофу мирового масштаба, рядом с которой даже Чернобыль был бы не таким одиноким событием в истории советской атомной техники. Этот 27-летний капитан-лейтенант из Узбекистана своими руками не дал случиться второму Чернобылю. Об этом, в общем, у нас в стране не принято говорить громко. Хотя, по-моему, должна быть отдельная мемориальная доска именно за это, где-нибудь на видном месте. Дальше переход. Аряпов организовал перевод тех, кто оставался жив в 6-м и 7-м отсеках, в самый кормовой, 9-й. 8-й отсек к тому времени, судя по обстановке, был частично затоплен или сильно загазован. 9-й был самым удаленным от носа, самым защищенным, и в нем находился аварийно-спасательный люк, через который, по идее, экипаж может выйти на поверхность. К часу дня 12 августа, то есть примерно через 1,5 часа после взрывов, в 9-м отсеке собрались 23 человека. Все, кто к этому моменту был жив на лодке. Командование по реконструкции экспертов, скорее всего, взял на себя капитан-лейтенант Дмитрий Колесников. Это, я подчеркиваю, версия. Прямых свидетельств того, кто формально возглавил отсек, нет. Но Колесников был старшим по званию из выживших офицеров с командной подготовкой. И именно у него потом в кармане найдут 2 записки. То есть он как минимум вел хронику, а это на флоте, по сути, командная функция. Что они начали делать в эти первые часы? Подняли давление в отсеке до 0,6 кг на квадратный сантиметр. Это потом увидят водолазы на манометре 9-го отсека, и эта цифра войдет в материалы. Зачем поднимали давление? Чтобы предотвратить поступление воды через возможные неплотности, чтобы выиграть время. Кроме того, начали готовить выход через аварийно-спасательный люк. Это не одевание гидрокостюмов и не прыжок в воду. Это сложная процедура со шлюзованием, с регенерацией воздуха, с распределением людей. По всем нормам выполнимая. 9-й отсек проектировался ровно для таких ситуаций.
И вот тут момент, на котором я в этом сценарии не могу проскочить мимо. Эти двое, Колесников и Аряпов, друзья с училища. Одного выпуска, 95-го. На Курск пришли вместе, после распределения. По воспоминаниям сокурсников, дружили близко. Возможно, в эти часы в 9-м отсеке они общались. Возможно, обсуждали, что делать дальше. Возможно, просто молчали рядом. Один из них напишет записку жене, в которой попросит ее не переживать сильно. Другой задрает переборку, заглушит реактор и переведет людей в кормовой отсек, в котором они вместе умрут. Я не знаю, какое из двух обстоятельств горше. Между прочим, у меня есть просьба. Если этот рассказ для вас сейчас что-то значит, если эти имена для вас не просто строчки в списке погибших, подпишитесь на канал. Без таких людей у нас, в общем-то, и канал не имеет смысла. Их имена должны звучать. Иначе единственное, что от них остается, это сухие строчки в материалах прекращенного уголовного дела. К часу дня 12 августа в 9-м отсеке у 23 человек было следующее. Воздух, по расчетам, на несколько суток. Свет, пока работали аварийные аккумуляторы, а они должны были тянуть часов 5-6. Запас регенеративных пластин для очистки от углекислого газа. Связь, резервные комплекты. Проблема в том, что выходить на связь на их частотах нужно или с поверхности, или через всплытие. Аварийно-спасательный люк, который по нормам открывается изнутри. И главное, то, что они оставались живы. Не парализованы, не теряли сознание, не были в шоке. 23 человека, которые могли действовать. Дальше все зависело от одного. От того, что в эти часы происходит наверху. Сколько времени уйдет на то, чтобы их хватились? Сколько, чтобы их нашли? И главное, насколько быстро над ними окажется кто-то, кто умеет открывать наружный люк с той стороны. А наверху в это время не происходило почти ничего. То есть формально, да, все крутилось. Эскадра Петра Великого продолжала учения, шли доклады, велись радиопереговоры, действовали штабы. Но никто из тех, кто принимал решения, не понимал, что под водой уже начался отсчет, что в 9-м отсеке 23 человека сидят и ждут, что их хватится, и что счет идет не на дни, на часы. 12 августа в 23 часа 30 минут Курск не вышел на плановый сеанс связи. Это и был первый момент, когда обнаружить пропажу было обязаны. Лодка должна была сообщить о выполнении учебной задачи и подтвердить готовность к следующему этапу. Не сообщила. По регламенту с этого момента пошел отсчет. По нормам на поиск пропавшей подлодки в районе учений отводится до 7 суток. Это, в общем, очень мягкая норма, она рассчитана на то, что лодка могла уйти в режим тишины или сменить район. Но в случае с Курском уже к ночи было понятно – это не режим тишины. На вызовы лодка не отвечает. Эфир пустой. 13 августа в 4 часа 36 минут утра Курск обнаружили. На грунте, на глубине 108 метров в районе учений. Это сделал акустический комплекс крейсера «Петр Великий». То есть от первого взрыва до момента обнаружения лодки на дне прошло около 17 часов. 17 часов, которые 23 человека внизу не знали, ищут их или нет. В 7 часов 15 минут доклад министру обороны Игорю Сергееву. Параллельно президенту Владимиру Путину. То есть к 8 утра 13 августа в Москве на самом верху уже знают, что атомная подводная лодка лежит на дне Баренцева моря, и связь с экипажем отсутствует. Просто запомните это время – 8 утра 13-го. Дальше все, что будет происходить уже на фоне этого знания. И вот здесь начинается, по-моему, самый тяжелый эпизод всей истории. Потому что все, что происходило в Москве и в штабе Северного флота 13 августа в течение дня, выглядит как точная копия одного и того же сценария, который у нас в роликах канала уже несколько раз появлялся. К-8 в 70-м, К-19 в 61-м, Комсомолец в 89-м, Чернобыль в 86-м, везде в первые часы один и тот же первый рефлекс. Не как помочь, не что нужно, а как бы это ни вышло наружу до того, как мы разберемся. 9 лет с Чернобыля. Союза нет, флага другие, страна как бы новая, а рефлекс – слово в слово. 13 августа в течение дня публике официально не сообщается ничего, совсем. По стране идут обычные новости. В Москве – последствия пожара на Останкинской телебашне, который произошел буквально накануне.
Это, кстати, отдельная деталь. Две большие катастрофы наложились друг на друга, и в первые сутки телевидение было занято Останкино. Возможно, кто-то именно так и рассчитывал. Не утверждаю, просто отмечаю совпадение, которое мне в этой истории всегда казалось странным. 14 августа, через 2 суток после катастрофы, наконец появляется официальное заявление. Его делает начальник пресс-службы военно-морского флота, капитан первого ранга Игорь Дыгало. Дословно из той сводки. Экипаж жив, воздух и электричество подаются, связь с экипажем поддерживается. Я нарочно процитировал точно, потому что эта фраза потом будет жить отдельной жизнью. Это была неправда. На момент заявления Дыгало никакой связи с лодкой не было. И не могло быть, лодка лежала на грунте, штатные системы связи в первом и втором отсеках были разрушены. У тех, кто был жив в 9-м отсеке, средств для двусторонней связи такого типа не было. По одной из версий, в основе заявления Дыгало лежали данные о стуках, которые гидроакустики Петра Великого слышали со стороны затонувшей лодки. Эти стуки потом, после катастрофы, экспертиза признает неидентифицированными как сигналы людей. Возможно, корабельный шум, возможно, посторонние акустические эффекты, возможно, да, попытки экипажа стучать по корпусу, но без расшифровки сигнала. Стук был, а вот связи с экипажем не было. Это два разных события, и их свели в одно. Я с этим эпизодом долго сидел в источниках, потому что хотел понять, Дыгало сам в это верил или нет. Однозначного ответа нет. По одним материалам ему дали такие данные сверху, и он добросовестно их зачитал. По другим, внутри пресс-службы понимали, что выдают желаемое. По третьим, это была команда сверху, чтобы не допустить паники в первые дни. Если у вас есть на этот счет серьезное интервью или мемуары, поделитесь в комментариях. Меня этот узел, честно, до сих пор беспокоит. Потому что от того, чего именно стоила эта одна фраза, зависит, как вообще оценивать решение тех суток. Параллельно с этим заявлением, по подтвержденным позже данным, командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов в эти же часы уходит в свой плановый отпуск. Вернее, не уходит совсем, но переходит в режим отпуска, заявив подчиненным, что вернется через сутки. Это потом всплывет в публикациях, и сам Попов в одном из интервью это подтвердит. То есть пока в эфире звучит «связь поддерживается, экипаж жив», человек, отвечающий за весь флот, в районе которого затонула лодка, уезжает отдыхать. Я этому объяснения не нахожу. Возможно, оно есть. Если оно есть, я его не услышал. Где в это время Путин? В Сочи, на отпуске, который он не прерывает. Решение прервать отпуск он примет только 17 августа, через 5 полных суток после взрыва. До этого с ним советуются по телефону, ему докладывают, но решение о крупных шагах публично он принимать не выходит. Этой паузы ему припомнят потом, и припомнят довольно жестко. Хотя сам он позже скажет, что в любой точке мира оставался на связи, и возвращение в столицу было бы чисто пиаровской акцией. Возможно, это правда, что физическое присутствие ничего бы не изменило. Но психологически страна следила за тем, где президент. И страна это для себя зафиксировала. А что в это время делает флот собственными силами? С 13 по 15 августа попытки пристыковать к люку Курска наши собственные глубоководные спасательные аппараты. По имеющимся данным, в работе были аппараты семейств АЦ-32, АЦ-34 и АЦ-36. 24 попытки за эти сутки. Все безуспешные. Ни одна не закончилась стыковкой и открытием люка. Причины официальные были такие. Шторм, сильное подводное течение в районе. Перекошенный комингс люка 9-го отсека, то есть площадка, на которую должен садиться спасательный аппарат. В результате взрыва ушла из горизонтального положения, и наши аппараты не могли к ней пристыковаться. Это все правда, но есть и причины, про которые официально говорить было не принято. Спасательные аппараты, основа которых проектировалась еще в советские времена, в 90-х не обновлялись толком. Водолазы-глубоководники после распада Союза теряли квалификацию. Те специалисты, которые умели работать на 100 метрах, в значительной части ушли или были сокращены. Тренировок было мало, денег на полноценные учения по спасательным операциям еще меньше. У меня тут возникает один вопрос, к которому я в этом видео еще вернусь. Эти 24 безуспешные попытки, они были безуспешны, потому что задача была реально невозможна, или потому что ее делали те, кто к ней был не готов? И главное,
Отдавал ли кто-то себе отчет в том, что эти двое суток мы фактически проиграли еще до того, как начали? Я не знаю, но мне в этой части истории очень хочется услышать честный ответ от тех, кто внутри. И вот здесь финальный, самый горький факт 5 главы. Норвегия предложила свою помощь уже 13 августа, Великобритания – 14. У них были и водолазы, и спасательные аппараты, и опыт работы в северных морях на этих самых глубинах. Их предложение пришло сразу, а ответа от нашей стороны ждали 3 суток. Что именно предлагали, это важно понимать. Не просто абстрактную помощь. Это были конкретные люди с конкретным опытом, которые умели именно то, что нужно было сделать на Курске. Открыть аварийный люк подводной лодки на глубине 100 метров. И сделать это быстро. 13 августа предложение пришло от Норвегии. Норвежцы – это страна, у которой северные моря под боком и которая последние 30 лет вкладывала огромные деньги в технику для глубоководных работ. Не для военных на самом деле, для нефтянки. У них в Северном море на больших глубинах стоят буровые платформы и обслуживают их водолазы из коммерческих компаний. Одна из ведущих в этом деле – норвежская Stolt Offshore. У них есть специальное судно Seaway Eagle, на борту которого живут и работают водолазы-глубоководники с барокамерами, со всем оборудованием для длительных погружений на 100 и больше метров. Это люди, для которых 108 метров – рабочая глубина. Не подвиг, не риск, а рабочий день. 14 августа предложение пришло из Великобритании. У британцев был спасательный аппарат LR-5, который специально проектировался для эвакуации экипажей с подводных лодок. То есть это была не импровизация, не «давайте попробуем», а готовый, отработанный инструмент именно для нашей ситуации. С возможностью пристыковаться к спасательному люку подводной лодки и переправить людей на поверхность партиями. Оба предложения наша сторона в первые сутки фактически отклонила. Не прямым «нет», а затягиванием, согласованиями, уточнениями. Официальная формулировка, которая звучала тогда и потом «справимся сами». Я долго думал, как это выглядело со стороны принимающих решения. Возможно, надеялись, что свои аппараты в очередную попытку все-таки сядут на люк. Возможно, не хотели пускать иностранцев на современную атомную лодку. Слишком много секретов. Возможно, и это, по-моему, самое тяжелое, рассчитывали, что времени еще есть. А теперь деталь, которая для меня в этой истории, в общем-то, самая страшная и самая тихая. Пока в Москве и в Североморске идут совещания, а в эфире звучит «связь поддерживается», в поселке Ведяево происходит вот что. На пирсе собираются жены, матери, дети. Подводные лодки Ведяева уходят и возвращаются, и встречать их – это часть жизни поселка. Женщины ходят туда годами, и в эти дни, 13, 14, 15 августа, они тоже приходят. С фотографиями мужей и сыновей в руках. С мобильными телефонами, которые молчат, потому что вызывать там некого. С одной и той же фразой, которую потом будут повторять во всех интервью этого года. «Нам ничего не говорят». Информация в поселок шла через телевизор, тот же, в котором днем 14 августа говорили «связь поддерживается, экипаж жив». Эту фразу женщины запомнили дословно и тоже потом ее процитируют. Я не знаю, что в эти дни было тяжелее. Сидеть на дне в 9-м отсеке и ждать, что хоть кто-то постучит снаружи. Или стоять на пирсе и слушать, как по телевизору в очередной раз повторяют, что все под контролем. Если у вас есть силы, подпишитесь на канал. Истории такого масштаба сейчас рассказывают все реже, и они расщепляются на маленькие, растворяются в шуме. Хорошо бы, чтобы хотя бы здесь они оставались целыми. 16 августа поздно вечером в Москве принимают решение. Президент Путин дает распоряжение принять иностранную помощь. Между обнаружением лодки на грунте, а это, напомню, 13 августа в 4 часа 36 минут утра, и этим решением проходит 3 с лишним суток. Почти 80 часов, на каждый из которых, по позднейшим расчетам экспертов, в 9-м отсеке тратился воздух, регенеративные пластины и, главное, оставшиеся силы людей. 17 августа Путин прерывает отпуск в Сочи. С момента взрыва прошло 5 полных суток. Это, насколько я понимаю, по открытым публикациям, одно из главных решений, которые потом будут ставить ему в вину все следующие годы. Не сам факт того, что он был на отпуске. Президенты тоже люди и отпуски имеют.
А именно то, что эти 5 дней он принимал решения дистанционно, по докладам, а не на месте. Возможно, действительно ничего бы не изменилось. Возможно, и это та сторона, к которой склоняется большинство тех, с кем я этот эпизод обсуждал, само его физическое прибытие сразу подвинуло бы какие-то решения. Кто-то побоялся бы говорить ему о связи с экипажем, кто-то быстрее пустил бы норвежцев. У меня в источниках расходятся оценки, и я честно их пока не свожу к одной. 19 августа к месту аварии подходят норвежское судно Seaway Eagle и британское Normand Pioneer. На борту водолазы, спасательное оборудование, барокамеры. К этому моменту, с момента взрыва, прошло 7 суток. 20 августа норвежцы начинают спуск. И вот тут начинается то, что мне в этой истории всегда видится особенно тяжело. Потому что норвежские водолазы за 2 дня делают то, что наша собственная страна не смогла сделать за 8. 20 августа они подходят к корпусу Курска на грунте. Их задача — открыть аварийно-спасательный люк 9-го отсека. Это сложная конструкция в 2 этажа. Сначала верхний люк, который ведет в так называемую шлюзовую камеру, потом нижний люк камеры, который ведет уже в сам отсек. Норвежцы открывают верхний и обнаруживают, что шлюзовая камера полностью заполнена водой. Это значит, что нижний люк камеры изнутри был открыт. Кем-то. Когда-то. Возможно, в один из первых часов после взрыва. Возможно, позже. Но кто-то изнутри пытался выйти. Эту деталь я в источниках встретил у разных авторов и каждый раз думал об одном. Если нижний люк был открыт изнутри, значит, в какой-то момент в отсеке были живые люди, которые приняли решение пробовать выходить. Они открыли нижний люк, вода под давлением ворвалась в камеру и в отсек, и попытка прервалась. Это, в общем, все, что мы об этом знаем. Хронологии в секундах нет, имен тех, кто открывал, тоже. Это один из тех моментов, который меня до сих пор не отпускает. Я бы много отдал, чтобы знать, кто и когда это сделал. 21 августа норвежцы открывают нижний люк. Внутри погибшие. Спасать некого. В 21 час по московскому времени начальник штаба Северного флота, вице-адмирал Михаил Моцак, официально подтверждает гибель экипажа Курска. Та же дата, 22 августа, указом президента объявляется днем траура. Норвежские водолазы потом дадут интервью. Не сразу, многие спустя годы. И в этих интервью они говорят примерно одно и то же. Это была их первая работа на русской военной подводной лодке. Их предупреждали о секретности, о специфике объекта. Они шли, понимая, что внутри. И они описывают свои ощущения. Без эффектных слов, без надрыва. Просто констатируют, что увидели то, чего и боялись увидеть. Один из них в интервью сказал, что больше всего ему запомнилось не само зрелище, а тишина. На той глубине там очень специфическая, плотная тишина, и она запомнилась как часть всей картины. И вот здесь горькая ирония, которая у нас на канале всегда всплывает в одних и тех же сюжетах. Чужие люди в чужой технике нашли наших ребят там, где наша собственная страна не смогла за 8 дней. То же самое было с комсомольцем. Спасение пришло с норвежских же рыболовных судов, и пришло поздно. То же самое было с трэшером. Американцы нашли свою лодку с помощью батискафа, который в момент катастрофы был расписан под другие задачи. Спасение приходит, но почти всегда не оттуда, откуда должно. И почти всегда позже, чем нужно. У меня тут возникает вопрос, который я лично для себя не закрыл. А почему помощь была не нужна сразу? Гордость? Секретность? Боязнь, что иностранцы что-то увидят на нашей лодке? Может быть, все сразу. Может быть, я не вижу какого-то одного главного объяснения, которое все ставит на место. Если у вас есть аргументы, напишите в комментариях. Мне правда важно понять, как это видят люди. Особенно те, кто служил или работал в тех сферах, где эти решения принимаются. 21 августа выяснилось еще одно. На лодке, в карманах поднятых первых тел, нашли записки. Всего, по имеющимся данным, 4. Самая известная у Колесникова. И когда ее прочли, для всей страны стало ясно одно. Те 5 суток, которые мы потеряли не зря. Мы потеряли их с конкретными людьми, которые в эти часы ждали. А что именно они в эти часы делали, мы знаем, по сути, из одного источника. Один листок, сложенный пополам, в кармане комбинезона одного из них.
Без этого листка, я думаю, мы спорили бы про Курск совсем иначе. Возможно, до сих пор бы говорили, что все погибли при взрыве, что никто не успел собраться, ничего не успел понять, не успел оставить ни слова. Но он успел, и поэтому история сложилась так, как сложилась. 20 октября 2000 года, через 2 с лишним месяца после катастрофы, началась операция по подъему тел. К этому моменту лодка лежала на грунте уже 70 дней. Подъем всего Курска с грунта будет позже, отдельной операцией. Сейчас речь только о телах. Работала норвежская компания Halliburton AS. Это, по сути, дочерняя структура крупного нефтесервисного гиганта. Спускались норвежско-российские смешанные команды водолазов. Условия: глубина 108 метров, ноябрь, Баренцево море, постоянные шторма. Работа шла в специальных колоколах с кислородной смесью, под огромным давлением, с многочасовой декомпрессией после каждой смены. Это не та работа, которую можно представить себе по фильму. Это очень тяжелая, очень медленная техника. 25 октября подняли первое опознанное тело. Им оказался капитан-лейтенант Дмитрий Колесников. В нагрудном кармане его комбинезона нашли 2 листка, сложенных, промокших, но читаемых. Один листок был адресован жене, второй — командованию. Я сейчас прочту текст первой записки полностью, не для эффекта, а потому что ее надо услышать, как она есть, без подкладки музыки, без интерпретаций, без того, чтобы кто-то решал, какой фрагмент опустить. Это короткий текст, но в нем, в общем, помещается вся эта история. Олечка, я тебя люблю, не переживай сильно. ГВ, привет. Моим, привет. Митя. 12 августа 2000 года, 15:15. И ниже, уже другим почерком, потому что писалось это позже, и почерк к тому моменту изменился. Здесь темно писать, но на ощупь попробую. Шансов, похоже, нет, процентов 10-20. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает. Здесь список личного состава отсеков, которые находятся в 9 и будут пытаться выйти. Всем привет, отчаиваться не надо. Колесников. Я каждый раз, когда перечитываю этот текст, замечаю одну деталь. Он не пишет про себя в третьем лице, не пишет «ситуация тяжелая», не пишет «я понимаю, что». Он пишет «Олечка, жене, передай привет родителям». Это в первую очередь частное письмо, и только потом документ. Он понимает, что листок поднимут со дна, но даже зная это, он пишет жене как муж, а не как офицер на службе. Теперь про время. 15:15 — это 15 часов 15 минут 12 августа. 3 часа 47 минут после взрыва. Это первая твердая точка, которая у нас, исследователей этой истории, есть в принципе. Не реконструкция, не косвенные данные, не предположение экспертизы. Сам человек написал. 15:15. То есть в 15:15 он был жив, был в сознании, рассуждал, видел список товарищей, оценивал шансы. Этот час невозможно вычеркнуть. Что бы потом ни сказала судебно-медицинская экспертиза, что бы ни написали в официальном отчете, в 15:15:23 человека в 9 отсеке были живы. И они ждали. Теперь про второй фрагмент. Здесь темно писать, но на ощупь попробую. Это и есть тот листок, с которого мы начали в самом начале видео. Изменившийся почерк — это не литературный прием. Это значит, что между первой частью записки и второй погас свет. Аварийные аккумуляторы, на которые держался свет в кормовых отсеках, у проекта «Антей» рассчитаны примерно на 5 часов работы. То есть свет, скорее всего, погас где-то между 5 и 6 часами после взрывов. После этого Колесников писал в полной темноте, на ощупь. Аккуратно, чтобы строчки не наезжали друг на друга. Он не видел того, что выводит, что значит вторая часть. Он понимает, что шансы от 10 до 20%. Он составляет список тех, кто рядом, чтобы потом, когда листок поднимут, можно было восстановить, кто из какого отсека успел дойти до 9. И отдельно, в самом конце: «Всем привет, отчаиваться не надо». Подпись. Список 23 фамилий, который был в записке, потом передадут по специальным каналам, родственникам, в материалы следствия, в архивы Северного флота. Это и есть те имена, которые в Ведяево потом высекут на черном граните.
Сейчас я не буду их зачитывать. Большинство из этих людей были не публичными фигурами, а молодыми моряками и старшинами. И их имена должны звучать не как фоновые перечисления в видео, а как имена конкретных живых людей. У них у каждого была своя семья, своя биография. Они в этот отсек не пришли в качестве цифры 23. Теперь вторая записка. Та, которая была адресована командованию. Здесь сразу честно скажу, ее полный текст в открытом доступе не появлялся и не появился до сих пор. Что в ней, мы знаем только по тем фрагментам, которые в свое время огласил тогдашний вице-премьер Илья Клебанов, председатель правительственной комиссии по расследованию. Он зачитал по телевидению несколько строк. По имеющимся данным, цитаты были такие. В 9-м отсеке 23 человека. Самочувствие плохое. Поглотители углекислого газа отказали. Давление повышается. При выходе на поверхность не выдержим компрессии. Продержимся еще не более суток. И вот эта последняя фраза, по-моему, важнее всех остальных. Продержимся еще не более суток. Это меняло все. Это значило, что в момент написания второй записки они еще рассчитывали на сутки. Они не считали себя обреченными в первые часы. Они понимали, что плохо, что регенерация воздуха отказала, что давление растет, но они вели расчет времени и считали, что у них есть запас – сутки. То есть, по их собственной оценке, они ждали не 4 часа и не 7, они ждали день. И в этом дне как раз поместились те самые сутки, которые наши решали по поводу иностранной помощи. Меня в этой части истории догоняет еще одна очень тихая деталь. Жена Колесникова Ольга в одном из своих интервью рассказывала, что оригинал записки ей не отдали. Она видела копию, подержала ее в руках, скажем так, на правах вдовы. Но сам листок, то самое личное письмо мужа, написанное в темноте с обращением «Олечка», государство забрало в материалы дела и оставило себе. По формальной логике, да, это вещественное доказательство. По человеческой, это все, что нужно знать о том, кому в этой истории кто принадлежит. И этой деталью я не могу не делиться, потому что для меня она в этой истории одна из самых тяжелых. Тут я должен оговориться по поводу еще одной версии. В феврале 2001 года «Комсомольская правда» опубликовала собственное журналистское расследование, в котором выдвинула гипотезу. По их версии, есть отдельная вторая записка, написанная капитан-лейтенантом Рашидом Аряповым, тем самым, который задраил переборку и заглушил реактор. По комсомолке эта записка была написана в очень короткий промежуток времени, между первым и вторым взрывами, то есть в те самые 2 минуты 14 секунд, когда часть лодки еще функционировала. И в ней, по их версии, могло быть подтверждение, что чрезвычайное происшествие случилось именно в первом отсеке. Содержание этой записки по комсомолке засекречено до сих пор. Я подаю это как версию одного издания. Комсомолки в этой части истории веры по-разному. У кого-то больше, у кого-то меньше. Прямых официальных подтверждений того, что отдельная записка Аряпова существует, я не нашел. Прямых опровержений тоже. Возможно, это правда. Возможно, журналистская реконструкция. Если у вас есть авторитетные публикации, которые подтверждают или опровергают эту версию, поделитесь, я с интересом посмотрю. И вот теперь главный вопрос всего этого видео. Тот, ради которого мы, по сути, эту тему и взяли. Колесников написал, что они продержатся не более суток. Официальная судебно-медицинская экспертиза скажет, что они погибли в течение 7-8 часов. Запасы воздуха и регенерации, по независимым расчетам, могли тянуть и 8, и 10 суток. Между этими числами – пропасть. И от того, какое из них ближе к истине, зависит самый страшный вопрос. Что бы изменилось, если бы помощь подошла на сутки раньше? Был ли вообще шанс? Или его не было с самого начала? Официальный ответ на этот вопрос звучит так. 7-8 часов. Это судебно-медицинская экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, обнародованная в материалах Главной военной прокуратуры в марте 2002 года. Согласно ее выводам, моряки в 9-м отсеке погибли в течение 7-8 часов после катастрофы от острого отравления окисью углерода. Причина отравления – пожар. Картина, которая складывается из официальных материалов, такая. На определенном этапе ожидания экипаж пытался воспользоваться пластинами регенерации воздуха Б-64. Расшифрую коротко. Это пластины с веществом, которое поглощает углекислый газ и выделяет кислород.
Стандартная вещь для подводной лодки в аварийной ситуации. Применяется именно в таких отсеках и именно для таких целей. Но у этих пластин есть одна особенность. Регенеративное вещество в них вступает в активную реакцию с водой и с органикой, например, с маслом. Если пластина падает в воду или в маслянистую лужу, может произойти мгновенная огненная вспышка. По официальной реконструкции именно это и случилось. Кто-то из подводников при перезарядке регенерации уронил пластину. Из-за того, что отсек к тому моменту был частично подтоплен, контакт регенеративного вещества с водой или маслом дал вспышку. Огонь короткий, но в замкнутом отсеке. Кислород выгорел почти мгновенно, и атмосфера, по сути, превратилась в смесь продуктов горения, главным из которых была окись углерода. Если эта реконструкция верна, то 7-8 часов — это и есть все, что у людей в 9-м отсеке было в принципе. Не из-за того, что им вовремя не подошли на помощь, а из-за того, что в самом отсеке произошла техническая случайность. И спасатели, даже подоспев на сутки раньше, в эту картину уже не вписывались. Они в любом случае не успевали. Я долго сидел над этой версией. Потому что она, во-первых, технически правдоподобна. Реакция регенеративных пластин с водой действительно дает вспышку. Это не выдумка, это известная опасность, которой моряков-подводников учат с первых дней службы. Во-вторых, она удобна, очень удобна. Если погибшие сами уронили пластину, то спасательная операция, как бы ее ни критиковали, в спасении этих людей роли не играла. Виноваты обстоятельства, виноват случай. Не команда наверху, не отказа от иностранной помощи, не 5 суток на согласование, а упавшая пластина. Но есть и другая сторона этой истории, и она у меня в источниках идет сразу с нескольких независимых направлений. Запасов воздуха, воды, регенеративных пластин и продовольствия в 9-м отсеке, по расчетам, должно было хватить экипажу на 8-10 суток. Эта оценка приводилась в нескольких публикациях, в том числе в материалах российской газеты и в интервью моряков-подводников, в том числе тех, кто служил на лодках того же проекта «Антей». Не на одной, на нескольких. 8-10 суток. Не 7-8 часов. Разница больше, чем на порядок. По времени почти в 30 раз. Если расчеты по запасам верны, то у нас остается очень неприятная развилка. Либо официальные 7-8 часов — это техническая случайность при обращении с регенерацией, а в остальное время люди могли жить дальше, и тогда спасательная операция, подоспевшая хотя бы на сутки раньше, имела бы реальный шанс. Либо что-то с цифрами 7-8 часов, не совсем так, как сказано в экспертизе. Часть экспертов, и в первую очередь Валерий Рязанцев, член правительственной комиссии, в своих публикациях допускает оба варианта. Он не утверждает, что экспертиза была сфальсифицирована. Он говорит мягче, что выводы судмедэкспертов могли быть подогнаны под нужную картину. То есть результаты исследований могли подаваться в формулировках, наиболее выгодных для официальной версии «спасти было невозможно». Подчеркиваю, это его оценка. Это недоказанный факт. Это интерпретация специалиста, который видел материалы изнутри и не согласился с тем, как они были оформлены. Я лично не берусь судить, кто здесь прав, но мне кажется важной сама развилка. Если человек, который входил в правительственную комиссию, по итогам ее работы написал отдельную книгу со своим несогласием, это не игнорируется одним движением руки. Со свидетелями в этой истории все устроено очень неровно, и слои у них разные. Первый слой — те, кто видел тела и работал с ними. Это водолазы при подъеме, это судебно-медицинские эксперты. Их выводы и легли в основу официальной экспертизы. Это, в общем, та позиция, которую и приняли в обвинительном заключении. Второй слой — те, кто слышал стуки в корпус Курска 13 и 14 августа. Это моряки на Петре Великом и других кораблях эскадры. По имеющимся данным, гидроакустики фиксировали ритмичные постукивания со стороны лодки. Первые сводки внутри флота их так и описывали — сигналы людей по корпусу. Позже в материалах дела эти стуки переквалифицировали в неидентифицированные акустические явления. Возможно, металлические шумы, возможно, шум проходящих судов, возможно, да, попытки выстукивать, но без расшифровки. Подчеркиваю осторожно, это не значит, что стуков людей не было. Это значит только, что официально их не подтвердили. А это, согласитесь, очень разные формулировки.
И третий слой – те, кого, по сути, и не опросили публично. Это норвежские водолазы, которые первыми вскрыли отсек 21 августа. Часть их свидетельств выходила в западной прессе, часть в интервью на их родине. Полных развернутых их показаний в материалах нашего уголовного дела по имеющимся данным нет. То есть свидетели, которые первыми увидели обстановку внутри отсека, обстановку, по которой потом и реконструировали последние часы экипажа, в нашем расследовании как ключевые источники не фигурировали. Их выводы в их собственных воспоминаниях, не в наших протоколах. Это и есть, на мой взгляд, темное пятно истории. Не в том, что фактов нет, а в том, что факты есть, но они разбросаны по разным юрисдикциям, разным книгам, разным интервью. И их никто публично не сводил в одну непротиворечивую картину. Возможно, эту картину собрать в принципе нельзя, но я не уверен, что ее и пытались собрать. Меня в этой истории мучает один личный вопрос. Если бы помощь подошла не 21 августа, а 13, был бы шанс? Я не знаю и не уверен, что кто-то знает. Возможно, шанса не было ни в одном из вариантов. Возможно, упавшая пластина регенерации в любом случае случилась бы. На 13, 14, 15 день, неважно. Возможно, физика и химия в замкнутом отсеке без подачи воздуха просто не оставляла людям много времени. Я допускаю. Но сама постановка вопроса – это уже приговор. Не людям в отсеке, а тем, кто эти 8 дней тратил на согласование. Они в этот вопрос даже не пытались войти. Теперь про юридическую сторону. 22 июля 2002 года уголовное дело по факту гибели Курска было прекращено. Постановление подписал генпрокурор Владимир Устинов. Формулировка «за отсутствием состава преступления». То есть по итогам всех экспертиз, всех допросов, всех материалов, юридически ответственных за гибель 118 человек нет. Никого. Виновных не назвали. К ответственности не привлекли никого из живых. Я в этом месте всегда спотыкаюсь, потому что одно дело не найти конкретного виновника во взрыве торпеды. Это технически сложная история, и она, правда, могла быть случайным стечением обстоятельств. Но другое дело – 5 суток молчания, отказ от иностранной помощи, заявление о связи с экипажем, которой не было. За эти решения ведь тоже кто-то отвечал. И вот в этой части тоже никто не понес ответственности. Адмирал Попов через год после катастрофы получил место сенатора от Мурманской области. Игорь Дыгало позже продолжил карьеру в военно-морском флоте. Никаких отставок, никаких выговоров в личное дело, по крайней мере, публично известных. Если вы досмотрели до этого места, подпишитесь на канал. Я серьезно. Без памяти такие истории закрываются окончательно. Не юридически, а в общественном сознании. Дело прекращено 22 года назад. Кому-то выгодно, чтобы эта история стиралась и оставалась только в кратких поминальных сюжетах раз в год. У этой истории должны оставаться открытые края. И, в общем, ради этого мы здесь все и собрались. А теперь самый острый вопрос всей истории. Тот, который мы откладывали на потом. Отчего она вообще взорвалась, эта торпеда? Что в действительности случилось в торпедном аппарате номер 4 в 11:28 утра 12 августа? И почему версий несколько, а ответа нет до сих пор? Версий 3. Не считая совсем экзотических, типа диверсии, перепутанных торпед или специально подложенной взрывчатки, этим в открытых публикациях занимается отдельная категория авторов, и я в этом видео туда не пойду. Если поэтому захотите посмотреть отдельно, скажите, может, разберем в комментариях? А пока 3 серьезные версии, которые так или иначе обсуждались на уровне правительственной комиссии и в публикациях экспертов. Первая версия официальная. Это итог работы Главной военной прокуратуры, оформленный отчетом генпрокурора Владимира Устинова в 2002 году. Если очень коротко, версия выглядит так. В торпедном аппарате номер 4 в первом отсеке Курска находилась учебная торпеда 6576А, та самая толстуха с перекисью водорода в качестве окислителя. В корпусе торпеды, по версии экспертизы, образовались микротрещины. Через них пошла утечка перекиси. Перекись вступила в реакцию с органикой, частицами масла, остатками смазки. Реакция дала нагрев. Нагрев – тепловой взрыв компонентов топлива. Это и есть первый взрыв в 11 часов 28 минут 26 секунд. Дальше самое неприятное. От теплового взрыва в первом отсеке оказалось около 2 тонн смеси перекиси с керосином.
И это уже не реакция, это горящее облако в замкнутом пространстве, в нескольких метрах от остального боезапаса. Через 2 минуты 14 секунд детонация. То, что норвежская сейсмостанция зафиксировала как взрыв, в 135 раз более мощный. Это сдетонировал, частично или полностью, боезапас остальных торпед в первом отсеке. И вот этот второй взрыв и убил Курск. Тут я должен напомнить, что такое перекисная торпеда вообще, без углубления, для тех, кто пропустил 3 главу. Окислитель в ней — концентрированная перекись водорода. Зачем она нужна? Чтобы торпеда шла далеко и быстро. Перекись дает большую энергию, чем обычный сжатый кислород. Дальность хода за 50 километров. Скорость такая, что увернуться сложно. В чем подвох? Перекись водорода в такой концентрации — это очень капризная штука. При контакте с грязью, маслом, любой органикой она начинает реагировать. И реакция, если ее не остановить, идет по нарастающей. И здесь историческая деталь, на которой я лично каждый раз застываю. Британцы от перекисных торпед отказались. В 1955 году. После катастрофы своей подводной лодки HMS Сайден, на которой именно перекисная торпеда дала аварийный нагрев прямо у причала в порту Портленд, лодка ушла на дно у пирса. Погибли 12 человек. Сразу после этого британский флот пересмотрел всю программу и от перекисных торпед отказался полностью. Это подтвержденный исторический факт. Англичане отказались в 1955-м, а у нас они стояли на вооружении еще почти полвека, до конца 90-х. В этом сравнении есть что-то очень характерное для двух разных подходов к собственному оружию. И вот еще одна деталь, которая мне в этой части истории режет глаз. При работе с обломками первого отсека водолазы нашли обгорелую папку. Это была папка эксплуатационных инструкций по торпедам того типа. Часть страниц в ней уцелела. И на флоте, по имеющимся данным, обнаружилось вот что. Полного комплекта инструкций по обращению с перекисными торпедами на Курске не было. Не нашли, а не было в принципе. То есть оружие с такими капризными свойствами эксплуатировалось без полной нормативной базы. Это, на мой взгляд, отдельный вопрос, на который должен был бы ответить кто-то конкретный. Не ответил. Версия Валерия Рязанцева, члена правительственной комиссии, идет в развитие официальной. Он не оспаривает физику взрыва. Да, перекись водорода. Да, реакция. Да, тепловой взрыв. Но он указывает на конкретный пусковой механизм. По его реконструкции, 11 августа, накануне выхода, торпеду дозаряжали воздухом высокого давления. Воздух нужен в баллонах окислителя торпеды для подачи и так далее. По регламенту этот воздух должен быть обезжиренным, то есть очищенным от частиц масла, грязи, любой органики. По имеющимся данным, в тот день обезжиренного воздуха в нужном объеме на базе не было. И по версии Рязанцева, в торпеду пошел воздух обычный, не обезжиренный, с масляными микрочастицами. Эти микрочастицы попали в баллоны окислителя. Дальше клапан с люфтом, через который грязный воздух начал поступать к перекиси. И все. С этого момента торпеда стала живой, она могла рвануть в любой момент. На стоянке, при погрузке, при первом ударе. Подчеркиваю, это версия Рязанцева. Это неофициальная формулировка. Но она в части обстоятельств гораздо конкретнее, чем микротрещины неустановленного происхождения. Вторая большая версия – столкновение с подводной лодкой Североатлантического альянса. Здесь я хочу пройти осторожно, потому что версия одна из самых громких, и в общественном сознании она часто кажется главной. А с фактами все сложнее. Что мы знаем достоверно? В районе учений Северного флота в начале августа 2000 года, по имеющимся данным разведок, могли находиться американские подводные лодки «Мемфис» и «Толедо», а также британская «Сплендид». Это документировано. По перемещениям этих лодок до и после катастрофы есть открытые публикации. Само присутствие иностранных лодок в районе наших учений – стандартная практика, обе стороны друг за другом следили десятилетиями. Так что это не сенсация, это фон холодной войны, который к 2000 году никуда не делся. Адмирал Вячеслав Попов в ноябре 2021 года, спустя 21 год после катастрофы, дал серию интервью, в которых публично заявил: Курск столкнулся с иностранной подводной лодкой. По его словам, он знает ее название. Это его прямое заявление, оно есть в открытых публикациях. Маркирую — это слова бывшего командующего Северным флотом. Неофициальная позиция, не материалы дела. Слова человека, который в 2001-м эти материалы видел изнутри и был одной из ключевых фигур в принятии решений.
Контраргумент, который сразу появляется в споре по этой версии, такой. При подъеме Курска в 2001 году эксперты внимательно изучали характер повреждений первого отсека. По официальному отчету эти повреждения однозначно указывают на взрыв изнутри. Кромки металла, направление вмятин и разрывов корпуса, разлет фрагментов – все это по экспертизе говорит о внутреннем взрыве в торпедном отсеке, а не о пробоине от внешнего удара. Внешних повреждений, соответствующих столкновению с другой подводной лодкой, отчет не описывает. Если подать честно, версия с НАТО самая громкая, но самая слабая по прямым доказательствам. Косвенных много. Подозрительная активность иностранных подлодок в районе. Повреждения в корпусе, которые часть независимых экспертов трактует как след удара или царапину от прохода другой лодки рядом. Заявление Попова в 2021. Но первичная пробоина, по официальным материалам, от внутреннего взрыва. И с этим спорить технически сложно. Возможно ли, что внутренний взрыв был спровоцирован внешним воздействием? Теоретически да. Доказано ли это? Нет. Третья версия. Мина времен Великой Отечественной или внешний неустановленный взрыв. Эту версию я упоминаю одной строкой, потому что серьезными источниками она не подкреплена. Это скорее рабочая гипотеза первых дней расследования, которая потом отпала. Просто чтобы вы знали, что она была. Меня в этой истории, если честно, не сильно интересует, какая именно из трех версий ближе к истине в части физики. У меня лично ближе официальная, то есть тепловой взрыв перекисной торпеды. Просто потому, что характер повреждений первого отсека и сейсмическая картина двух взрывов в эту версию хорошо ложатся. Но это касается только физики самого момента взрыва. А вот вопрос, почему вообще на лодке оказалась торпеда в таком состоянии, что она взорвалась во время штатных манипуляций перед стрельбой, это уже не физика, это организация, это разгильдяйство. То самое, которое в Советском Союзе при определенных обстоятельствах назвали бы вредительством и завели бы на кого-то отдельное дело. А в Новой России просто прекратили производство за отсутствием состава преступления. А пока специалисты спорили о версиях, в Ведяево происходило совсем другое. В поселок начали привозить списки, длинные, поименные, отпечатанные на казенной бумаге. А в это самое время в Москве, в студии CNN, президент Новой России уже произносил те самые два слова, после которых страна больше не верила про «связь поддерживается». Но прежде чем перейти к студии CNN, важно зайти в Ведяево. Потому что то, что Путин потом скажет в эфире американского телевидения, это, в общем, отзвук того, что в эти же дни происходит на крошечном пятачке Дома офицеров на берегу Кольского залива, где собрались люди, для которых эта история не геополитика. А муж, который вчера уходил на учение, сын, брат, отец. Последние дни августа. Ведяево превратилось в место, куда стянулись все. Жены, матери, сестры, дети тех, кто был на Курске. Они приехали из Мурманска, из Северодвинска, из Питера, из Калининграда. Они селились у знакомых, в общежитии, в местной гостинице, где ее не хватало. Они приходили в дом офицеров и не уходили. Они требовали объяснений не от моряков и не от командования части, которые сами были в шоке и не знали, что говорить, а от Москвы. От тех, кто все это время говорил, что связь с экипажем поддерживается. 22 августа президент Путин прилетел в Ведяево. Это первый раз, когда он лично появился рядом с этой историей, через 10 дней после взрывов. Встреча в Доме офицеров началась в 21 час 15 минут по местному времени и продолжалась несколько часов. На ней присутствовали родственники погибших, представители командования флота, сам президент. По имеющимся данным, именно на этой встрече женам впервые официально подтвердили: все 118 членов экипажа погибли. Я долго думал над этой деталью. 10 дней. 10 дней люди жили в режиме «надежда/нет надежды». По телевизору им говорили одно, по слухам в поселке другое, по сводкам штаба третье. 10 дней — это не просто долго. Это та форма мучения, у которой нет аналога. Когда у тебя нет ни горя, в которое можно опуститься, ни облегчения, на которое можно опереться, а просто ни того, ни другого. И вот через 10 дней в Доме офицеров, ночью, им наконец говорят правду, которую в Москве знали уже неделю. Тут я не могу не остановиться на одной конкретной женщине, на Ольге, жене капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова, той самой Олечки из записки.
К этому моменту запись ее мужа уже была обнаружена, и о ней знала вся страна. Содержание первой части, короткие слова любви и привет родне, было обнародовано почти сразу. Ольга видела копию этого листка, подержала ее в руках, но сам оригинал, ее последнее личное письмо от мужа, ей не отдали. Он остался в материалах уголовного дела. Где он лежит сейчас, спустя четверть века, я не знаю. Возможно, в архиве, возможно, где-то еще. 1 ноября 2000 года Ольга и родители Дмитрия Колесникова увезли его тело из Североморска в Санкт-Петербург. Похороны прошли на Серафимовском кладбище. 27 лет. На могиле фотография молодого офицера в парадной форме, дата рождения и одна короткая дата смерти. А теперь Москва. 8 сентября 2000 года. Прошло 4 недели после катастрофы. Путин дает интервью американскому телеведущему Ларри Кингу. Эфир на телеканале CNN. Аудитория – десятки миллионов зрителей по всему миру. Это, к слову, было одно из первых больших интервью нового российского президента иностранному изданию. На него многие смотрели как на сигнал, как Россия будет говорить со внешним миром. Я процитирую этот фрагмент точно, по расшифровке, которая до сих пор лежит на сайте Кремля. Кинг задает вопрос. «Расскажите нам, что случилось с российской подлодкой?» Ответ Путина – 2 слова. «Она утонула». И легкая улыбка, едва заметная. По воспоминаниям тех, кто смотрел эфир, именно эта улыбка стала тем, что больше всего запомнили. Не сами 2 слова, а пауза перед ними и движение губ. Дальше в том же интервью, если читать его целиком, а интервью там не короткое, минут 20, Путин довольно много говорит про сам инцидент, хронологию, поиски, действия, но рядом с этой содержательной частью рассуждение о пиаре. О том, что прерывать отпуск в Сочи было бы, цитирую, «чисто пиаровской акцией», что в любой точке мира он остается на связи со штабами, что физическое присутствие в Москве в первые сутки катастрофы – это вопрос имиджа, а не управления. Возможно, технически это правда, но проблема в том, что страна в этой фразе услышала не аргумент, она услышала тон. И здесь у меня возникает простое сравнение, которое мы у себя на канале уже несколько раз делали. Это та самая стилистика, которую мы видели после Чернобыля. Реактор стабилен, все под контролем, помощь не требуется. В 2000-м связь с экипажем поддерживается, и она утонула. Прошло 14 лет, страна другая, президент другой, флаг другой, а язык, на котором власть говорит со своими в момент катастрофы, тот же, будто его не переписывали, будто он передается с одной должности на другую, как папка. Меня в этой фразе «она утонула» всегда задевал не сарказм и не цинизм, а вот это легкое пожатие плеч. Когда власть пожимает плечами над 118 своими людьми, это, в общем, уже не про военных и не про моряков. Это про всех остальных тоже. Просто в случае с моряками это видно особенно отчетливо, потому что у нас в стране на подводный флот всегда было особое отношение. И когда даже там пожимают плечами, это сигнал всем. Что было дальше? Семьям погибших начислили компенсации. Единовременные выплаты, потом ежемесячные пособия вдовам и детям. По меркам 2001 года суммы для тогдашней России неплохие. По меркам гибели 118 человек – символические. Адмирал Вячеслав Попов через год после катастрофы перешел на новую работу. Стал сенатором Совета Федерации от Мурманской области. Игорь Дыгало, та самая пресс-служба, в дальнейшем продолжил карьеру в вооруженных силах, получил повышение. Командиры, штабные, прокурорские, все, кто принимал решения в эти 10 дней, в основном остались на местах или ушли вверх. Никто, по имеющимся в открытом доступе данным, не был отправлен в отставку с формулировкой, связанной с Курском. Никого не привлекли к уголовной ответственности. Уголовное дело, как мы помним, прекратили. Если вы досюда дошли, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Каналов, где такие вопросы еще ставят прямо и не закругляют углы, остается все меньше. По крайней мере, на русском языке и про эти темы. Пока мы их задаем, у этих 118 человек есть кому отвечать. В этот момент главная страница истории, по сути, закрывается. Дело прекращено. Указ подписан. Похороны прошли. Государство свое слово сказало, 2 словами, в студии CNN. Но рядом с этой главной страницей открывается несколько маленьких, с вопросами, на которые никто никогда не ответит. И мы про них поговорим в следующей главе. Но что-то из этой истории все равно собирается.
Ни дело, ни отчет, ни книга. А. Один образ, который у меня после всех источников остается как главный. Молодой офицер в полной темноте на глубине 108 метров. Перед ним листок, аккуратно сложенный. Он пишет на ощупь, потому что аварийные аккумуляторы уже разрядились, а свет ниоткуда не появится. Он не знает, что листок поднимут. Он надеется. Шансы он сам оценивает в 10, в 20%. Он пишет «не отчаиваться надо» и подписывается. Через какое-то время его не станет. Мы до сих пор спорим, через сколько именно. А листок останется в кармане комбинезона. И через 2,5 месяца его поднимут со дна. И его прочтут. Только не его жене, а стране. И через страну нам с вами спустя четверть века. Это не его выбор был. Никто его не спрашивал. Он писал жене. А получилось, что писал в учебник новейшей истории. Причем в ту его главу, которую страна до сих пор не дочитала. Я, когда готовил это видео, все время возвращался к одной мысли. Мы у себя на канале уже не первый раз про подводные катастрофы говорим. К-19, К-8, К-219, Комсомолец. Если посмотреть подряд эти ролики, там у каждой истории своя физика, свои причины, свои отчеты. Но язык, на котором государство говорит со своими в момент катастрофы, слово в слово один. Связь поддерживается, помощь не требуется, виновных нет, дело прекращено. Перепиши даты, поменяй фамилии, смысл не изменится. Союз закончился в 91-м, подняли другой флаг, переписали гимн, поменяли учебники, а вот это все нет. Это идет как сквозная нить поверх любых перемен. Я не знаю, как это объяснить. У меня в голове это до сих пор не сложилось. Возможно, у вас сложилось. Поделитесь в комментариях. И раз уж мы заговорили про комментарии, у меня к вам один вопрос. Конкретный, не общий. Скажите, а вы помните август 2000-го? Где вы были, когда впервые услышали про Курск? Что вы подумали в первый день, 14 августа, когда по телевизору говорили «связь с экипажем поддерживается»? И в какой момент вы перестали этому верить, если вообще верили? Мне правда важно услышать именно личные истории, не общие оценки задним числом, а что вы тогда видели и чувствовали. У меня лично к этой истории всегда подключается одна совсем маленькая деталь. Где-то на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге есть могила. На ней фотография молодого офицера в парадной форме, имя, 2 даты рождения и смерти, и почти ничего больше. Этот человек написал жене последнее в своей жизни письмо. Под водой, в темноте, на ощупь. Жена этого письма так и не получила. Государство забрало даже его и оставило себе. Если эта история для вас сейчас что-то значит, подпишитесь на канал. Не для алгоритма, для них. Чтобы их имена оставались на экране, пока кому-то еще интересно их слышать. Часы в том отсеке шли. Сколько, никто никогда точно не скажет. Но они шли.